Утро вторника, ой, наверное, понедельника. Уже перепутал все дни. Да здесь это и не важно. Это очень хорошо, когда не важно понедельник, вторник, среда. Вот, дрова. Да это еще не все. Там на лесопилке моей еще 2 огромных ствола лежат. Жарю картошку. С луком будет. С луком, с яйцом. Такое обычное утреннее блюдо. Ну и чайник заодно нагревается тут. Лук я кладу не сразу. Сначала пусть пожарится картошечка как следует. А потом уже лук. Ну и чеснок, конечно, туда добавлю. День пасмурный. Солнца нет. Заряжается все плохо. Вчера тоже ничего толком не зарядилось. Опять павербанк, в который вставил хороший аккумулятор, опять начал что-то барахлить. То ли он показывает неправильно уровень заряда, то ли еще что. Ну, в общем, зарядить толком технику не удалось. Работает радио. Вот эти вот маленькие батарейки. Это вот такие вот батареи. Они в зубных щетках электрических используются. Всяких мелких бытовых приборах. И вот 2 такие батарейки обеспечивают питанием радио. Вместо 4 обычных пальчиковых. Ну и, соответственно, вставлены 2 ложные. А сам компьютер, который запоминает время и настройки радиостанции, обеспечивает питанием 1 батарейка и 1 ложная, которая просто является проводником тока. Вот, сушу спальник, как обычно. Шишек полно тут, но сосновые. Я еловые в основном для печки собираю. Но если делать нечего, можно и сосновые пособирать. Спальник каждый день сушу в обязательном порядке, потому что все равно он увлажняется как-то. Вот. На стоянке на той никого нет, даже трубу пока не доставал, чтобы смотреть. Думал, может, кто приплывет. Я понаблюдаю за жизнью туристов. Не тут-то было. Вот дым идет из трубы. Повернул ее туда, по ветру. Красивее 2 струями идет дым. Но вообще, конечно, головка вот эта вот очень мне нравится, как работает. Единственное, побороть бы конденсат, но для этого надо вставить ее внутрь трубы. А сейчас она наружу надета. Но зато, когда наружу надета, она легче поворачивается туда-сюда. Конденсата почти нет. Вон один потек конденсата тут на трубе. Да и то это старый, по-моему. Конденсат, когда на улице сильно холодно, и там оно все остывает в трубе. Термометр. Вот оптимальная операция показывает. Там внутри печки смесь дров. Там и гнилая береза, и шишки еловые. Все вместе. Как раз такой микс дает хороший результат. А вот этот вот пенек, он тлел всю ночь. Ну, на сегодня еще есть дрова на костер. Завтра, послезавтра, наверное, тоже хватит. А потом что делать? Ну, там в одном месте я
видел, валяются какие-то там тоже березы. Ну, здесь только березы реально. Сосны сухой нет. Конечно, хорошо была бы сухая сосна, но ее нет. Ну вот, а масло я положил в ведро, а ведро повесил на веревку. Вот. Там вот масло. Надеюсь, мыши не добрались до него. Да как-то оно особо и не идет. Может, с кашами какими. Гречку еще вообще ни разу не открывал. Не варил. Рис варил по раз. А так вот все по овощам больше. Созрела уже там вот на острове ежевика. Много черных ягод. Может, потом пройдусь, пособираю ежевику. Она когда зрелая, очень вкусная. Батареи положил вот туда вот на бережок. Вот туда. Там хоть немножко посветлей. И опять, как обычно, в 6 утра какие-то охламоны на своих этих тарахтящих моторках тут носились. Ну, вот не имется вам, спите себе, спите. Куда вам ездить? Зачем? Для чего? 6 утра. Ой, каких только нет людей. Эти звуки, конечно, весной вот поменьше. Нет столько моторок, тише. Ну, я знал, куда еду, что это лето. Летом только так и бывает. Народ. Хорошо, хоть дискотеки нету, а то было пару дней, а может даже и 3 дня. Отвратительная вот эта музыка, быц-быц, доносилась. Ой, ну сейчас вроде тише стало. Вот еще приехали туристы, мужчина и женщина на байдарке. Ели доширак сейчас, пьют чай, ставят палатку. Посмотрим, даст ли мудрости этим людям вторая стоянка. Что у них за палатка такая? Синего цвета. Интересно. Кичуа, похоже. 500 метров до них. Ой, турецкое радио. А это иранское. Кичуа палатка. В теньке догадайтесь поставить, а то будете там париться утром. Ну ничего, вторая стоянка научит уму. Вон ведро висит, не заметили еще. А так бы, наверное, пытались снять. Что-то показывает. Не знают, что ведется съемка. Ну а что? Как вот наблюдают же люди за пингвинами, за морскими котиками, за птицами другими. Так и туристы. Это тоже жизнь. Живые существа, как и мы все.
Приехали люди на Селигер отдыхать с байдаркой. Устали, пока гребли сюда. Не ближний путь. А до этого в поезде тряслись, может, на машине ехали, кто их знает. На машине, скорее, байдарку такую привезти. Тяжелую. Это не Покрафт, 3 килограмма. Ехали. Ну, правильно, понедельник, понимают люди, что выходные дни, может быть, народу много, и все стоянки заняты. Не дураки. Ну, палатку, конечно, получше надо укреплять, потому что ветер бывает. Да и босиком я бы там не стал ходить, стекло все-таки есть. Ну, дай бог повезет человеку, не наступит на стекло. Вот, хоть солнце вышло, заряжу немного устройства, то вообще все разрядилось. Вчера заряжал от резервных аккумуляторов, их тоже надо заряжать. А у меня на аккумуляторы только 4 позиции зарядки. Заряжал батарею, которая управляет памятью в радио, настройками, часами. О, ветер поднимается. Какой-то тент у них, что ли, или что это? Посмотрим, что они будут делать. У каждого своя практика. Может быть, тент будут натягивать. Либо гамак, это кто его знает. Сейчас узнаем. Что-то он там делает. Ковыряется. О, уже телефон почти разрядился. Дождемся мы, когда он сделает-то наконец устройство. А, так это, наверное... Да нет, что это такое? К дереву хочет привязать. Наверное, все же гамак. Вот я думаю, либо гамак, либо тент. Привязывает к дереву. Ну, гамак-то им, в принципе, что гамак? У них палатка есть. А вот тент, да, в жару сидеть там в теньке. Тоже... Вот он затягивает там. «500 метров». Интересно, есть у них подзорная труба? В принципе, водные туристы должны иметь то ли бинокль, то ли какой монокуляр. Ну, в общем, подзорное устройство. Хоть какое-нибудь. Чтобы смотреть, а что там делается, а там. На стоянке есть кто, нет никого. Пригодно там, чтобы пристать, непригодно. Ну, в общем, оптика нужна. Может быть, не такая вот, как эта труба. Ну, лучше хорошего качества. Неужели это гамак? Да нет, на таких веревочках он ляжет туда человек и порвется все. Что-то не похоже. Наверное, тент все же. Так провис он тент. В общем, какая-то загадка. Что это такое они делают? Ну ничего, вторая стоянка даст им разума. Мудростью насытит. Там вибрации какие-то особые. Место такое.
Все Иран да Иран. А тут турки. Наверное, все же это тент. Я ставлю на то, что это тент. Burada yine şekerin aslında üzüm dediğimiz üzüm de bir şeker. Dondurma da bir şeker. Bunların yanı sıra doğal şeker, meyve şekeri ve diğer işte daha yapay olduğu için. Evet, aynen. Ayırayım mı dedim ama olmaz mı? Aynı yola mı çıkar? Aslında aynı yola çıkmaz. Yani Я был неправ. Это гамак. Надо же, этот человек такой довольно мощный человек. И залег туда. Глядите-ка. На Пахома он похож чем-то. Такое тоже. А вот оббарахтается. Нет, это он рискованно. Такие веревочки упадет. Значит, гамак. Вот так вот. Ветер поднимается. Да, и заряд телефона тоже практически на нуле. Ну, они спать легли. Думаю, что ж такое турки-то эти? Никак музыка не начнется. Все словоблудие одно, пустословие. Вот он там раскачивается. Грохнется с этого гамака. Ну пусть. Все надо попробовать. Костер-то они не собираются разводить? Нет, походу заснули все. Не мудрено, устали. Гребли сколько. Но сообразили палатку поставить, гамак натянуть. Я думал, тент. Ну ладно, гамак так гамак. Тихий час. Ну, поели доширак, попили чая, лежат, отдыхают. Правильно? Что еще делать? А я съездил на лодке, переставил вершу, половил рыбу, 2 щуки поймал, обе отпустил. Маленькие они. Catch and release. В общем, никогда так не ловил, чтобы ловить и отпускать. Но тут приходится. Потому что маленькую я просто не беру. Ну зачем она? Не хочу грех на душу брать. Грех это. Да и смысла нет. Мелочь. Жарить там будут как таблетки такие, кусочки рыбы. Варить? Ну, можно, конечно. Но я не настолько оголодал, чтобы брать детенышей этих щуки. Пусть плавают. Люди должны все-таки соблюдать порядок определенный. Не брать все, что попало. Большая, крупная щука, да. Потому что она и молоть щуки ест, и что угодно ест. Такую можно взять, это только на пользу будет рыбоводству. О, куда-то он не уследил, я рассуждал тут про рыб, а человек вскочил с гамака и палатку там что-то настраивает. Настраивает там. Ну, полез внутрь. Кто их разберет, что они там делают? Ползает что-то, ковыряется. Так и все люди, когда приезжают на стоянку. То одно, то другое.
Главное, что люди ведут себя естественно, не позируют как бы перед камерой. Это ценность таких записей состоит в том, что это реальная жизнь туристов. Не какая-то приукрашенная, облагороженная, когда стремятся сделать красивую картинку. Нет, это реальная жизнь, без всяких прикрас. В том-то и ценность, это документальное кино, документальное. Я не знаю, кто это такие люди, как их зовут, откуда они приехали, но это и не важно. Это водные туристы. Это люди, которым посчастливилось оказаться на второй стоянке. И сила этого места передастся им. Передастся, если они будут достаточно почтительно относиться к стоянке, вести себя уважительно. И природа тогда наградит их мудростью. Я не сомневаюсь в этом. Любой человек, который приезжает туда, может получить мощный как бы заряд энергии такой, отдыха, да и мудрости тоже, постижения. Главное настроиться на определенную как бы на определенную волну, так скажем, определенную тип настроения, такой благостный, добрый, спокойный. И такую же силу и природа отдаст, и доброты, и спокойствия прибавит. Ну а если там бузить, кричать, шалить, то в лучшем случае просто ничего не будет, а в худшем природа и это дух этого места возмутится, и тогда что-нибудь случится плохое. Либо травма какая-нибудь, либо что-то потеряется, сгорит, утонет, кто-то укусит там. В общем, лучше не гневить духа этого места, а наоборот, с почтением, с уважением пребывать там, особенно в ночное время. Смотреть на небо, на звезды, слушать звуки леса. И тогда сила придет к человеку сила. Чай надо пить зеленый, он откроет ворота силе. Посмотрим, получится ли у них. Я надеюсь, что получится. Вот человек готовится к рыбалке. Что-то там накручивает, леску, поплавки достает. Ветер, правда, мешает наблюдению. Видно, как раскачиваются ветви. Вот, что-то отбросил. Да, вот насколько нужен прочный штатив, чтобы такие вибрации компенсировать. Когда нет ветра, все очень резко видно, четко. Но ветер налетает. Я помыл лодку, сам помылся, побрился. Чувствую себя прям так свежо, хорошо. Думаю, что ж мне на вечер готовить?
Мысли крутятся вокруг риса. Ну с чем? Рыбы-то у меня нет. Я сейчас 2 щуки поймал. Обе маленькие отпустил. Одну на воблер, на этот белый, а другую на вертушку серебристую мепс. Агли лонг. На маленькую. Второй, что ли, там номер какой-то. Ну вот. Хороший сачок. С него удобно выпутывать. Не то, что у меня был с сеткой черной, где зацепится крючок, все, только на берегу можно плоскогубцами там что-то выпутать. Тут нет, руками все выпутывается. Из такой грубой лески он переставил вершу в другое место. Что-то в этот раз верша мне не приносит особых плодов. Вчера маленького леща туда хлеб приманил, но маленького совсем. Опять же я его отпустил. Вода теплая-теплая. А лето уже кончается. Да, лето кончается. 22 что сегодня число августа 22 года, 2022 года. Как быстро время пронеслось. Годы, десятилетия. Пора уже задумываться о вечном. На это никогда не поздно, о вечном-то. Тут хорошо думать о вечном. Вечерами, в темноте, когда вот я лежу здесь на этом коврике, смотрю вверх, а сосны под действием ветром колышутся, ветви их. И думаю, это было тысячи и тысячи лет назад, и миллионы лет назад. И когда здесь были тверские князья какие-нибудь, набеги, междоусобица, не было электричества, никакого там интернета. А эти ветви так же точно на ветру двигались. И где-то в кустах, камышах бегали зверьки, и бобры тут ныряли, и лягушки, и рыбы плавали. И вот не станет нас, людей, они не заметят, особенно деревья. Не заметят. Только вздохнуть легче, что нету этих людей, которые шумят, стреляют тут уток, ловят рыбу, жгут костры, нарушают тишину и покой. Вот он все ковыряется там, какую-то суперснасть делает, может перемет. Коробка у него там есть. Да, вот это устройство для прикрепления телефона к трубе, оно оказалось очень полезное. Так даже интереснее наблюдать через экран телефона. Уж не надо щуриться, там смотреть в трубу. А тут тебе, пожалуйста, видео в реальном времени. Сложную какую-то снасть там делает. Всю рыбу тут выловит, мне ничего не останется. Видно, опытный рыболов. Ну, я что, на спиннинг ловлю, на вершу. А у него снасть непростая. Он ее как долго делает.
Что-то в рот он там положил. Крючки, наверное. Там, кто его знает, ковыряется. Вон все складки, нам в футболке его видны, как от лысины свет отражается, блик такой. Ну вот японцы сделали оптику. И ведро мое видно, висит. Антенна отходит там. Но это я придумаю, как получше ее сделать контакт. Там просто такая клемма. Я ее вставляю под шток антенны выдвижной и прижимаю палочкой. Но иногда вот отходит, и радио становится тихим. Он леску натягивает. Что-то такое там у него. Ну, точно перемет. Сейчас через весь залив как натянет перемет. А тут ведь еще угорь водится. Вот что самое интересное, в Селигере есть угорь. Но это надо на червя. Тут я особо не копал, может и есть черви. Но я пока не копал, может и не буду копать. Я ловлю так, для удовольствия, на спиннинг покидал там. Вот турков лучше послушаем. Да, чувствуется, это какая-то суперснасть. Сложная снасть. Он знает, что делает. А я вот не знаю, что он делает. Накручивает леску куда-то там. Складная удочка, что ли? Что же это такое? Отматывает леску. Загадка. Что это такое за снасть? Может, конечно, все проще. Он оснащает удочку обычную, поплавочную. Или спиннинг. К сожалению, вот настолько я не вижу, что же там у него такое. Ну, что-то он там оснащает. А время-то уже 4 часа. И вместо того, чтобы удочку оснащать, им бы стоило подумать по поводу дров, костер разводить, из чего будут. Пока не стемнело. Может, у них газ есть, как-то доширак-то они варили, скорее всего, на газу. Потому что ничего они там не разжигали, никаких костров. Вот он отматывает. Спрашивается, зачем? Даже леска иногда видна. Вот японцы. Да они могут гордиться. А это еще, небось, 80-х годов модель трубы. А сейчас какие? Дальше вообще не представить себе. Хотя, кто знает, сейчас вон те же объективы делают. Вроде дорогой объектив, все там
А конструктив такой, пластмассовые детальки, которые разбалтываются. И все эти прекрасные линзы теряют юстировку. И, в общем, на помойку. Или дорого чинить. А тут нет, тут все металл. Магниевый корпус у этой трубы. Резина, металл и стекло. Вот такие я люблю приборы. Вот старые объективы всякие. Карл Zeiss, Мейер. Вот там вот так. А не то, что... Хотя и те же старые японские объективы. И все старые, они были, конечно, более такие, что ли, более так прочно, конструктивно собраны. А сейчас такая жизнь, что купил, попользовался, выбросил. Это не то, что внукам передавать, как раньше было. А что ж такое? Вот, хоть тут музыка есть. О, наконец-то. Что-то он перевернулся. Ух ты. Да это, по-моему, спиннинг. По-моему, он так долго спиннинг налаживал. Мне кажется, это спиннинг у него. Ну, пусть попробует половить. Тут надо знать, где ловить. Хотя, точно этого никто не знает. Потому что он сейчас закинет и на 5 килограмм щуку какую-нибудь вытащит. А я тут буду смотреть и стыдиться, что вот я тут уж неделю, а всего-то одну нормальную рыбу выловил. А всех остальных отпустил. А он сейчас такой закинет и все. Не, ну что значит опытный человек? Во-первых, надо начать с того, что раз они приехали на вторую стоянку, это уже не дураки. Это уже люди, так сказать, опытные, грамотные люди. Раз они за знанием поехали, за силой. А такие люди, как правило, и в рыбалке тоже разбираются. Да и во всем другом. Как говорят, гениальный человек, он гениален во всем. А посещение второй стоянки – это такой достаточно серьезный признак. Во-первых, она открывается не каждому. Тут нужно еще стечение обстоятельств необходимое. Ну ничего, посмотрим, что будет вечером. Вечером, когда духи этого места активизируются, вот тогда-то мы и увидим, способны ли они впитать благостные вибрации. Или, может, они испугаются силы этого места. Кто знает. Время покажет. Ох, чувствую, сложно он делает снасть. Какую-нибудь техасскую оснастку. Сейчас с грузиками там, со всякими поводками. Кинет и со всего залива щуки на перегонки побегут к нему. И кто первый, посмотрим. Да, что же мне приготовить-то сегодня? Рис, наверное. Я наелся я с утра хорошо. 5 картофелин, 2 яйца, луковица, 3 зубца чеснока, масло растительное, масло сливочное, перец черный, красный, соль, смесь карри. Вот это блюдо
И вот несколько часов о еде даже не хочется думать. Какая тушенка. Все вот с этой тушенкой носятся. Нет. Ей не место ни в обычной жизни, ни в походе. Можно и без тушенки прекрасно обойтись. С другой стороны, может быть, приготовить макароны. Хорошо, они с курутом пошли. Вот курут. Пожалуйста. Это идеальный источник белка. По сути, чистый молочный белок с солью. Такой твердый творог сушеный, соленый. Или как сыр. Вот, он легкий, очень питательный. Но просто так его есть, как бы не очень. Его надо с маслицем обжарить с лучком. И макароны туда поперчить, посолить. Да, наверное, рис, морковка у меня портится. Надо рис делать. Пожарить морковь, пожарить лук. С рисом все это вместе. Наварю сейчас кастрюлю риса, чтобы еще и на завтра у меня было побольше риса. Не везти его назад. Гречку-то я, может, и тут оставлю, а рис-то у меня ценный, басмати пакистанский. Его оставлять грех. Гречку вообще еще ни разу не открывал. Да, долго он готовится к рыбалке. Может, он завтра утром пойдет ловить. Сейчас он просто подготавливает снасть. Наверное, все же это спиннинг. Видел, наверное, как я ловил на спиннинг, и сам устал, не втерпешь. А надо дрова собирать. Вот я собрал дрова, могу и ловить, плавать там. А до этого поработал, попилил, подтягал их тяжеленные через заросли ежевики. Теперь могу ловить, да. Потому что мне не надо собирать дрова. Они уже вон готовы, лежат. А им бы надо пройтись по лесу-то. Будут в потьмах, что ли, сидеть ночью? Без костра? Это не по уму. Ну, вот он ловит рыбу. Байдарка Вуокса. И курит там. Какая-то электронная сигарета, наверное, у него. Какой-то приборчик. Опа, поймал рыбу. Зачем ему эти мелкие рыбы? Наверное, как живца ловит. Потом поставит на щуку. Выбросил, что ли? Хочет большое что-то поймать. На удочку поплавочную. Еще одну. Сколько там этой мелкой рыбы. Ну правильно, у меня в верше весь хлеб пожирает. Кто? Вот такие вот.
А до чувака 500 метров. Опа. Сожрали. Может и нет. Поплавок-то виден. Рис у меня уже варится. Сейчас буду чистить морковку, лук чистить. Все это пожарю и с рисом вместе обжарю. Будет вкусно. Я сегодня не поймал ничего. Точнее, я поймал 2 рыбы, но я их отпустил. Они, конечно, еще были покрупнее, чем то, что он ловит. Но то щуки были. А он каких-то мини-лещей, что ли, там ловит, или карасей. Ну, вон, каких-то совсем маленьких. Если на живца, то это нормальная рыба. А так есть. Не знаю. Может, только если в маске, как шпроты, их приготовить. Давно, кстати, об этом мечтаю. Попробовать самому сделать шпроты. Вот как это? Купить мелкую рыбу, может, даже ту же самую кильку. Покоптить ее. Наверное, сначала надо посолить, потом слегка покоптить. А потом такую уже копчено-соленую, да, в масло с травами, с перцем, с приправами всякими. И тушить там в масле. Опять ветер поднимается. Он, наверное, на якоре там стоит. Заякорился и ловит мелкую рыбу. Будем знать, что там на удочку можно мелкую рыбу половить. Я-то еще удочку даже не настраивал. У меня есть все. И крючки, и поплавок хороший, и само удилище. Все это есть. Но я как-то больше вот спиннингом. Вершу. Вот кто у меня вершу все пожрал. Вот эти вот рыбы. Они свободно через эту вершу проходят. Бесполезно. Весной-то еще нет таких мальков, которые пожирают там хлеб. Весной крупные. А сейчас вот это вот мелочь. Хотя крупную красноперку я пожарил, конечно, с удовольствием. Но если только по чуду какому-то войдет она в эту вершу. Да туда что угодно может войти. Я когда нашел эту вершу, там череп щуки был внутри. То есть мелкая рыба вошла, щука за ней, и все они там остались и приняли мученическую смерть. Потому что про эту вершу люди забыли. На год, небось, лежала там в воде. Опа, еще что-то он поймал. О как, я же говорил, это рыболов такой опытный. Опа, у него тоже, что ли, там вершик? Он эту рыбу собирает в мешок такой сетчатый, в садок он ее кладет. Вот что. А дальше он, видимо, будет ставить жерлицы. Это интересно. Надо мне тоже заняться подобным делом. Наловить мелкой рыбы, только на что он ловит? На хлеб? На что? На червя? Этого не понять так просто. По-моему, может, опарыш у него там. Кто его знает? Белое что-то. Опарыши, наверное. Купил где-нибудь в Осташкове опарыши. Или с собой привез, кто их знает. Там продается опарыш. Черви продаются. Везде там объявления есть черви. Я не приценялся, не знаю, почем там черви. Тем более опарыши. Что я найду здесь какого-нибудь слизняка. Может, и попробую на удочку половить. Мелкую рыбу. Перемет сделать. Надо завтра заняться, сделать перемет. Может, угорь поймается.
Да, Ариста, небось, уже там сготовился, его камнем придавил, чтобы он еще как бы, как в пароварке все равно там. Главное, чтобы к одну кастрюлю не пригорел. Пожалуй, уже пора его снимать. Ну ладно, этот рыболов может и час ловить. Странно, что дров они там не собрали. Ну, будут, как тот турист одиночный, с фонарем. Они-то хоть с фонарем, надеюсь, будут. А тот без фонаря был. С телефоном там что-то сидел, читал в темноте. Потемки кругом, а он сидит, читает телефон. Новости, наверное, узнавал. Я вот не читаю сейчас новости. Не хочется. Только радио слушаю. Иногда что-то прорывается про текущую ситуацию. Но стараюсь от этого абстрагироваться. Музыку слушаю. А сейчас даже и музыки нет, тоже какая-то болтология. Ладно, надо рис проверять.
Następny utwór to starożytna świątynia. Melodia ma na celu dążenie do spokoju wewnętrznego świata. Artysta używa ten styl jak